Самый опасный пас в футболе – это проникающий пас, который разделяет пару защитников. Мы называем его прорезью или разрывом. Иногда мы можем направить мяч и игрока в одну и ту же прорезь. Например, центральный нападающий расширяет прорезь, и мы направляем мяч туда. Теперь мы разделили защитников, и у нее отличный шанс забить гол. Но часто мяч проходит через одну прорезь, вот эту, а нападающий бежит через другую прорезь по диагонали. И тогда две части встречаются с другой стороны от защитников. Это называется прорезью или разрывом, и часто это приводит к отличным голевым моментам. В этом примере центральный нападающий делает пас между центральным и крайним защитниками, и это приводит к голу. Обратите внимание, как мяч проходит через прорезь между защитниками, а нападающий движется через прорезь между крайним защитником и боковой линией. Мяч проходит через одну прорезь, а нападающий через другую. В этом примере диагональный пас разделяет двух защитников и находит нападающего, который бежит через прорезь на слабой стороне. И снова это приводит к голу. Обратите внимание, как пара защитников оказывается в ловушке, потому что оба игрока сосредоточены на игроке с мячом. Мяч проходит через одну прорезь, нападающий через другую, и они встречаются позади защитников. Ваш проникающий пас не всегда должен быть идеальным. Иногда мы пытаемся быть слишком точными. Мы действительно хотим, чтобы нападающий не сбивался с ритма и не оставляем себе достаточно места для ошибки. И когда это происходит, пока этот игрок бежит сюда, мы стараемся быть очень точными. Игрок выставляет ногу и либо перехватывает пас, либо блокирует его. И у нас ничего не остается. Когда вы делаете такой пас, чаще всего вам нужно просто дать возможность вашему партнеру выиграть забег. И первый шаг к этому – убедиться, что пас действительно пройдет мимо этой пары защитников. Поэтому мы делаем пас сюда, и у нее появляется шанс выиграть забег, пока эти парни гонятся за ней. Но если мы просто дадим ей возможность выиграть забег, иногда этого достаточно. Иногда нам нужно сделать идеальный пас, но чаще всего это не нужно. И часто, когда мы стараемся сделать идеальный пас, хотя это не обязательно, мы теряем мяч и атака проваливается. В этом примере это ранний пас из центральной трети поля, который разделяет защитников и отправляет нападающего к воротам. Обратите внимание, как полузащитник выводит мяч за пределы защиты, давая возможность вашему партнеру выиграть забег. Здесь мы видим еще один ранний пас, который выводит нападающего за линию защиты. Посмотрите, как полузащитник просто отдает мяч перед своим партнером, давая ему возможность выбежать на него. Поскольку она дала своему партнеру шанс, в итоге получился гол.